be my last hour of teaching because I have to leave early with Brother Sam. Это последняя сессия, которую я буду преподавать, потому что потом мне нужно будет уехать с Сэмом. And the next hour you will get your little test, very little. После этого у нас будет экзамен, небольшой экзамен. So I have appreciated getting the chance to teach and be with you. Поэтому хочу сказать, что я очень рад был иметь такую возможность быть здесь с вами и говорить об Осии. And like all the classes that I've taught in the past, I didn't get done as much as I wanted to. И как все классы, которые я учил раньше, я не смог донести все, чего я планировал. But I hope that in your personal studies you are better able to understand God's word. Но я надеюсь, это поможет вам больше понимать и больше любить Божье Слово. It's really important when you study, especially the Old Testament, to think about it like the people who lived back there thought about it. Очень важно, когда вы особенно изучаете Ветхий Завет, пытаться думать, как люди, которые живут тогда, в то время. Because we believe that's the right way to interpret the Bible. Потому что мы верим, что это наиболее правильный метод, как интерпретировать Писание. We ask the question, what did it mean to the people who heard it? Мы задаем себе вопрос, что это означало для людей, которые в первый раз это услышали. And it is important to think about their culture instead of just your own. Это очень важно думать о их культуре, не только о нашей, не вместо нашей, точнее, не только нашей, но и о их культуре. So that's why you need help to study Old Testament books. Поэтому это очень хорошая идея использовать дополнительную литературу, когда вы изучаете Ветхий Завет. Okay, let's go back to Hosea 4, and I want you to look at verses 4 and 5. Осия 4 и стихи 4 и 5. Давайте посмотрим туда. In these verses, the attention turns to the priests, the whole class of priests. В этих местах, в этих стихах, внимание, оно меняется, сдвигается на священников. Now, in Israel, the priests were supposed to be from what tribe? В Израиле священники должны быть из какого колена? Yeah. Levi. That is correct. And not just from the tribe, but from a particular family within the tribe. Не только из колена, но даже на самом деле из конкретной семьи внутри этого колена. But we read in the Old Testament, it'd be 1 Kings, I think, that when the kingdom divided, they made priests from anybody in the people. Но мы читаем в Первое Царство, когда разделилось царство на два, они изменили это, и они себе ставили священников из всех разных семей левитов. So Jeroboam the first took people from any tribe and any type of person and made them priests. Any tribe, not even Levi. Not a Levite. На самом деле, даже не только из левитов, с любого колена брали. И Раваам, когда он отделился, он поставил священников из разных колен. They were made priests for political reasons. Их выбирали также по политическим причинам. And many of the true priests who were from the tribe of Levi left the north and moved back to Judah. И многие из истинных священников, они оставили Северное царство и переехали в Южное царство по этой причине. These priests had land that had been given to them. It was their property. У этих священников была своя земля, которая им была дана. Это было их владение. It had been where they lived. It was their home. Они там жили, это был их дом. And they left their home and gave it up just because they knew that Jeroboam would not let them serve the Lord correctly. И они оставили эту землю и ушли на юг из-за того, что они знали, что Яровоам, он не позволит им служить Богу верно, так как Бог этого хотел. So the good priests went back to the south, and the bad priests were in the north. Поэтому самые лучшие, хорошие, верные
служителя, священники перешли на юг, и самые такие плохие, может быть, неверные, легкомысленные, они остались на севере. So the priests knew that they were not supposed to be priests. Священники знали, на самом деле, что они не должны быть священниками. And the people knew they were not supposed to be priests. И люди даже об этом знали, что они не должны быть священниками. And they were rebuked by the prophets because they were not supposed to be priests. И пророки их обличали в этом из-за того, что они не должны быть пророками, So what happened священниками. what happened was all the priests became corrupt. И все священники, они стали коррумпированными. They were priests just for the money that they could earn. Они были священниками только ради денег, для того, чтобы зарабатывать деньги. They did not teach the law of God. Они не учили закон Господень. And if you look at verse 6, it says that they reject, I'm sorry, let's start over. If you look at verse 6, it says, because they rejected God's knowledge, God would reject them. И в 6 стихе написано, из-за того, что они отвергли ведение Божие, Бог отверг их, Божие знание. And God said, you're not going to be my priests anymore. И Он сказал, вы не будете моими священниками больше. And your children will not be my priests anymore. И ваши дети также не будут моими священниками. And in verse 7, it says that the more priests there were, the more they sinned. И в 7 написано, чем больше они умножаются, священники, тем больше грешат против меня. And God says he's going to make them ashamed. И написано, славу их обращу в бесславие. They dressed in very fancy clothes, and they had a high position. Они одевались в очень красивые одежды, у них были высокие позиции. And that's what God is talking about there when he says in verse 7, I'll change their glory into shame. И именно об этом здесь говорится, что я заменю ихнюю славу в бесславие. In verse 8, it says I don't know about your version, but English says they eat the sin of the people. Says the same? Yep. Yeah. Why would it say the priests eat the people's sin? Почему здесь написано в 8 стихе, что грехами народа моего кормятся они едят грехи моего народа? Почему? Потому что жертвы приносятся за грех, а потом мясо съедается. Maybe it's because sacrifices are being brought for sin, but they eat the sacrifices. Yes, that's exactly correct. See, Да. part of the priest's salary was that they got to keep some of the meat that was offered in sacrifice. Часть зарплаты священников всегда была, что они могли оставить себе какую-то часть мяса, которое было принесено в жертву. So in verse 8, the priests have this attitude: more sin, more good meat for us. Поэтому их понимание в тот момент, оно было настолько греховное. Они думали, ну чем больше греха, это означает больше жертвоприношений, значит больше мяса для нас. So sin is good. Поэтому грех это не так и плохо. Типа, чем хуже зубы у людей, тем больше, тем лучше машина у стоматолога, или как? Да. The worse the teeth people have, the better the car of the dentist. Yes. Good proverb. Remember this. What kind of animals were you required to offer for sacrifice? Каких животных нужно было жертвовать на жертвоприношение? Heifer, a bull, what other kinds? Goat, sheep. Теленок, овечка, коза. But all of these animals, what had to be true of all of the animals that you offered for sacrifice? Can you repeat that? What had to be true of all the different kinds of animals that Что их всех объединяло, вот этих животных? Целые, в смысле, без Perfection. Yeah, they had to be the first year old, they had to be perfect, no defects of any kind. Они должны были быть до года, и они должны были быть без какого-то порока или полностью совершенными. In the United States, they have a club called 4-H. В Америке есть такой клуб, который называется 4-H. It's a club for farmers and their children. Клуб для фермеров и их детей. The H's are head, heart, hand, health. That's not going to translate. 4H это 4, и буква H это голова, сердце, Hand рука and health. и здоровье. And
there's a fair every year in almost any rural town in America. И каждый год почти в любом городе Америки происходит такая ярмарка. So the teenagers and the children help raise the animals, the sheep, the pigs, the beef, the cows. И вот у фермеров есть дети, которые помогают им взращивать этих животных. And then there's this big contest every year where they take the animals to the fair and put them on display. И во время этой ярмарки каждый год происходит такое соревнование между фермерами, когда они привозят своих животных туда, чтобы посоревноваться. So then there are judges that go through and say, which of these is the best cow? И потом там есть судьи, которые приходят, и они решают, какая из этих коров самая лучшая, Which is the best pig? какая лучшая свинья. And when they decide, they put a big blue ribbon on the animal. Когда они находят победителя, на животного цепляется такой синий бейджик. And everybody's happy because they won for the best looking whatever. Let's say sheep. Они радуются, потому что вот там лучшая овца нашлась. And then at the fair they have an auction where people can buy the animals. И потом на этой ярмарке есть также и базар, где аукцион, где люди могут купить этого животного или этих животных. And it is very common for a teenager to sell an animal for $2,000, $3,000 because people just want to give to the person. И вот подростки, которые взращивали своих животных вот в семье фермерской, они могут хорошо зарабатывать и продавать там своих животных, и часто могут продать одно животное за там $2,000. So the teenagers can get rich by raising animals. То есть люди там готовы платить деньги, тратить их, и тинейджеры, подростки, они могут на самом деле заработать хорошие деньги в это время. And the people who buy them think, well, I'm helping them to go to college or I'm helping them to buy something they need. И люди, которые платят и покупают, они думают, я же делаю хорошее тоже дело, помогаю этому парню за колледж оплатить. They take these animals and they wash them with a water hose. Они берут этих животных, они моют их этим вот шлангом под напором. And they scrub them with a brush. И они их чешут, там, вычесывают. They make them pretty and they even put perfume on them. Они их прям так красивыми делают, даже их духами брызгают. So it's a really big thing if you win the blue ribbon at the fair. И поэтому, если вы можете выиграть этот голубой бэджик, это очень большое достижение. And some of the animals are very, very pretty. They look nice. И некоторые животные, на самом деле, они очень красивыми себя, они очень красиво выглядят там. They're fat, they are healthy. Они такие жирненькие, красивые, наполненные. Короче, все сделано, чтобы победить. Well, the reason I tell you this is to say that the animals that would win the 4-H fair are the same kind of animals that the Israelites brought for sacrifice. Я для чего я там говорю? Потому что те животные, которые побеждают на вот таких ярмарках, это те животные, которых израильтяне, такого типа животные, которые должны были быть принесены в жертву для Бога. They brought the best they had to sacrifice. Они должны были приносить самое лучшее, что у них есть, на жертвоприношение Богу. So that is the animals, those are the animals the priests got to eat. И вот эти животные также, это те животные, которых частично ели священники, доставалась им часть от этих животных. So the priests didn't get a tough steak, they got the best. Поэтому у священника не было никогда жесткого куска мяса, очень хорошее мясо у него всегда было. Which is fine if you say, well, I'm providing for the priest and the priest appreciates it and thanks God for it. Что в принципе нормально, потому что это то, как Бог установил, и вы хотите благодарить и давать этому священнику, потому что то, как Бог сделал, то, как они будут прокармливаться. But it's not good if the priest lives for only getting the best food. Но это становится неправильно, когда священник начинает жить только ради самой лучшей еды. And so God says here, they eat up the sin of my people. И поэтому здесь и говорится, что они едят или съедают грехи моего народа. So what has happened is that the priests, instead of being sorry that their people have sinned, they're glad. И поэтому
вместо того, чтобы священники были огорчены грехами народа, здесь мы видим, что они радуются грехам народа. I was with a pastor not too long ago. Недавно я проводил время с одним пастором. And while we were eating together, he got a call on his phone. И когда мы ели с ним вместе за столом, ему позвонил телефон. And you could see that something was wrong. У него зазвонил телефон, и я сразу понял, что что-то случилось по его ситуации. And the call he got on the phone was that one of the main men of his church had gotten drunk and done foolish things the night before. И то, что оказалось, о чем был разговор, это то, что один из таких влиятельных людей в его церкви, он напился, был под алкоголем и сделал много глупых вещей. And when he told us that this was the case, we had prayer for that man. И когда он это сказал нам после разговора, мы вместе помолились за этого человека. But the whole time we were praying, the pastor was just weeping, tears were running down his face. Но во время всей этой молитвы этот пастор, он плакал все это время, слезы катились с его глаз. Because this man had done such a foolish thing and caused problems for himself and his family. Потому что этот человек сделал такую глупую вещь и навредил себе и своей семье. And for the church as well. И также навредил церкви. See, that's the right attitude from a religious leader who has to deal with the sin of the people. Вот это пример правильного отношения к греху, когда твои люди грешат. He wept for the sin. Он плакал за грех этого человека. These priests were rejoicing because of sin. Эти священники радовались грехам своих людей. And so, as you go on down through the chapter, you see more and more about how the priests are going to be punished. In verse 10, they will eat and not have enough. Their punishments are listed in these verses. И дальше вы читаете в стихах вот именно то, как Бог собирается наказывать этих священников, много разных вещей. Several other passages in Hosea, the priests are condemned. В других разных местах Осии мы опять видим, что священники, они осуждаются. Let's look at verse 12. Давайте посмотрим на стих 12. Here's another thing God is very angry about. Вот еще одна вещь, которая гневает Бога. Let's see. Well, we'll just do verse 12. Who will read verse 12? Кто-то может прочитать 12 стих? Народ мой вопрошает свое дерево, и жертва его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя они подступили от Бога своего. God says, it's almost impossible to believe, but my people are asking for advice from a hunk of wood. Здесь он говорит, это почти сложно поверить, но мой народ, он вопрошает совет у куска дерева. In that time, they would often try to foretell the future with pieces with pieces of wood. В то время люди пытались предсказать будущее, используя какие-то куски дерева. So they would have their staff and maybe 2 or 3 other pieces of wood. Поэтому у них был такой посох свой и несколько других кусков дерева. And they would take them and throw them up in the air like this. И они брали и подбрасывали их в воздух. And then they would fall on the ground in a certain pattern. И они падали на землю в какой-то последовательности. And they would have designs carved into this wood, and then according to the way the pattern fell, they would get their answer about the future. И зависит от того, как там что-то выпало, они таким образом себе находили ответы на свои вопросы о будущем. This would be like fortune telling with tea leaves, or with some other objects like cards, or what? Oh yeah. Это то же самое, да, что как вот предсказывание будущего какими-то там листками чая или что-то такое. And God condemns all of that. И Бог осуждает все это. He says, you can almost hear God saying, I cannot believe my people would ask counsel with a piece of wood. А здесь как будто бы Бог говорит и в шоке говорит, я не могу поверить, что мой народ идет к дереву за советом и за ответом. It would almost be like if you had
a stick in your yard and you were going to pick it up and get rid of it. Это что-то типа такого, что вы пошли к себе в сад, увидите кусок дерева, который лежит. But before you threw it away or threw it in the fire, you would pray to it and say, what will my future hold? И вы хотите там избавиться от него, сжечь его, может, кусок дерева упал. И перед тем, как вы хотите сжечь его, вы начинаете поклоняться ему и спрашивать, какое у меня будет будущее. Should I buy this car or this car? Я должен купить эту машину или эту машину? Oh, stick, tell me. О, деревяшка, скажи мне. How foolish would that be? Насколько это глупо. But to show you how much God hates that kind of thinking, I want you to turn to Isaiah chapter 44. Я хочу вам продемонстрировать, насколько Бог ненавидит такое вот поведение. Давайте откроем Исайя 44 главу. Perhaps you have read this passage before. It's a famous passage that talks about how foolish idols are. Я думаю, вы читали это место раньше, и он говорит о том, насколько глупы идолы. So, I will not ask to read it, but I just want you to look at verse 14. Давайте посмотрим на стих 14. He says, someone goes out and chops down a tree, and they list several kinds of trees there. Здесь написано, он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу. Он идет и нарезает себе дерево. And he says the man plants the trees and the rain makes them grow. И он садит дерево, дождь падает, дерево растет. So he chops down the tree and he cuts up the wood and makes a fire. И вот он That's verse 15, sorry. срезает это дерево для того, чтобы сделать себе огонь, чтобы поддерживать тепло. So he warms himself by the fire and he's glad he's not cold. И вот отрезал, ему надо согреться, он развел костер, чтобы ему было тепло. Then he takes the coals of the wood and bakes bread with it. Потом он берет и делает хлеб на этом огне. And then he takes the wood and carves himself an idol out of it. И потом он берет другой кусок с этого же дерева и вырезает себе идола из него. And in verse 16 it says, part of it he's used to make a fire, part of it is used to cook, and then part of it he makes a god. И в 16-м там написано, вот человек, он берет то же самое дерево, с одной ветки он делает костер, с другой он на нем жарит еду, а с третьей он делает себе идола. And God, verse 17, God says, how foolish is this? The same wood that he was burning to make a fire, he makes his God. И в 17 стихе написано, насколько это глупо. То же самое дерево, которое он сжигает, с другого куска он просто поклоняется какому-то богу, которому он вырезал себе. He says he falls down and worships it and prays to it. Он падает и поклоняется ему. This is so foolish. It would be like praying to your shoe. Это так глупо, как молиться твоей обуви. Oh, shoe, please tell me the future. Oh, I worship you, you know. You don't have to repeat that. What? Why? Don't repeat. He wants me to act it out. Okay, go ahead. Anybody would know that is completely foolish. Все знают, что это полная глупость, полнейшая. And if you look at 18 and 19 in Isaiah, and by the way, Isaiah was ministering at the same time as Hosea. Кстати, Исайя и Осия, у них было служение в одно и то же в самое время. Hosea in the north, Isaiah in the south. Осия – север, Исайя – юг. So these kinds of messages, they often preach the same kinds of things. И поэтому у них очень много таких перекликающихся вещей, которые они похожи. In verse 18 it says, they don't know and they don't understand things. В 18-м написано, они не понимают и не знают. And verse 19, it doesn't make them wonder why they burned the wood in the fire.
they cooked their bread with it, and then they worshiped the same chunk of wood. В 19-м говорится, ну как-то у них голова не работает, они не понимают, как это так может, с одного они делают, с другого они поклоняются, это глупо. And this just shows that when people are willing to rebel against God, they cannot think straight. Это показывает в том, что люди, которые восстают против Бога, они часто даже не могут правильно думать. This is why the world believes in evolution. И это почему мир думает или верит в эволюцию. Because they absolutely do not want to admit that God made them. Потому что они абсолютно отрицают тот факт, что Бог их создал. So they believe in a system, the idea of evolution, that makes no sense at all. Поэтому они верят в такую систему, которую они придумали, которую сложно здравым смыслом понять. When I went to the orphanage last night, they don't know I went to the orphanage, but I tell them I went to the orphanage last night. Вчера я ездил в бездом, в этот детдом, да, детский дом. I tried to do an object lesson for the children. И я пытался им показать такой урок сделать визуальный. These children have not been instructed in God's word. Эти дети, конечно же, они не соприкасались со Словом Божиим так много. So I wanted them to know the first sentence in the Bible. И я хотел, чтобы они поняли первое предложение во всей Библии, Which says, in the beginning God created the heaven and the earth. которое говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». So I took some things with me that Misha helped me get together. Поэтому я взял некоторые такие инструменты, чтобы я мог проиллюстрировать это, которые Миша мне помог собрать. So I took a box, Взял коробку, a carton, картонную коробку, and we gathered some sticks out here by the church. и мы насобирали там разные палочки вокруг церкви. So I had the sticks with me, and I had the kids come up and break them up into pieces and put them in the box. И я позвал детей и сказал: поломайте эти палочки на меньше и бросьте в эту коробку. Because I told them we are going to make a chair. Потому что я им сказал только что: мы будем делать стул. So we need wood. Нам надо дерево. So they broke the sticks up and put them in the box. Поэтому они поломали деревяшки и положили их в коробку. And then I got a bottle of glue from Vitaly Yurchenko. И также у меня была бутылка с клеем, которую мне Виталик дал. So I put the glue in the box. И я положил клей, бутылку с клеем в эту коробку. I got a hammer and a saw that Misha gave me. У меня также был молоток и пила, которые мне дали. I put those in the box. Тоже бросил в коробку. I have a handful of screws, and I put those in the box. У меня были шурупы тоже, я их тоже бросил в коробку. And then we had some crayons. I don't know the word for crayon at all. И также эти вот карандаши цветные тоже бросил в коробку. And I let them choose what color we should put in there to have the chair. И я им даже дал выбор, какого цвета у нас будет стул. I had red, green, I think yellow and white. Красный, зеленый, там, белый, какого цвета? So they wanted green. Они выбрали зеленый. So I put the green crayon in the box. Положил зеленый. And then we closed the box. Мы закрыли коробку. And I tell them we have all the things we need to make a chair. Я сказал: окей, теперь у нас есть все, что нам нужно, чтобы сделать стул. So I had one of the children come up and help me. И я позвал одного ребенка, чтобы он подошел и помог мне. And we shook the box really hard. И мы начали трясти эту коробку очень сильно. Everything in there is rattling around and making noise. Там все двигалось и создавало звук. I said, we will shake the box and the chair will come out. Я сказал: окей, давай-ка мы потрясем эту коробку, и у нас будет стул. And so we shook the box and I put it on the floor and opened it and they all looked. И я потряс эту коробку вместе с ним, и мы поставили ее рядом, и открыли, и все дети подошли и начали смотреть. So they wanted to see the chair. И они были готовы увидеть этот стул. But all that was in there was a bunch of junk. Но все, что там было, это был просто груда мусора. So I said, maybe we didn't shake it hard enough. Я сказал: наверное, мы не потрясли достаточно сильно. So I had them help me again, and we shook the box really hard. Мы опять это все собрали, и мы начали трясти ее еще сильнее. And you can hear it rattling all around in there. И было очень шумно. And I said, surely we will get a chair this time. И я сказал: о, точно, теперь у нас получится стул.
We opened it, Мы открыли, no chair. не было стула. And by then, one of the little girls that was sitting there, I said, why do we not have a chair? And she said, somebody has to make it. И к тому времени девочка умная оказалась, и я спросил у всех, почему у нас не получается сделать стул? И девочка сказала, ну так кто-то должен его сделать. And that's exactly what I wanted her to И say. это именно то, что я хотел, чтобы она сказала. Everybody knows that. And even these children knew that. You don't get a chair by shaking up the ingredients. Я сказал, все это знают, кто-то должен сделать. Ты не получаешь что-то, стул от того, что ты просто ложишь все в коробку. Somebody has to make it. Кто-то должен это сделать. Even she knew that. And it would be a Ukrainian because Ukrainians can make everything. И кто-то должен это сделать. И, конечно, это был бы украинец, потому что украинцы делают все. So I told them, think how foolish it is to think that a person with all the things that our bodies can do was made just because some goo exploded. Я сказал, вы подумайте, насколько это глупо, что человек мог появиться со всеми сложными частями его, просто потому что что-то взорвалось где-то. I said, if there's something nice, somebody has to make it. Я сказал, если есть что-то хорошее или красивое, кто-то это должен был сделать. Now, every one of us understands that perfectly, and so did those little children. И все из нас это ясно понимают, и даже эти маленькие дети. But do you know what the world is going to do when they go to school? They're going to tell them that they're there, but nobody made them. Но вы знаете, что люди в мире скажут им, когда они пойдут в школу учиться, то, что они здесь, и их никто не сделал. It was just an accident. Это был просто такой случай. And anybody that would believe that is so foolish. И каждый, кто в это верит, это настолько глупая идея. And that's what Hosea is saying Это то, что in this chapter. Isaiah. Hosea. И это то, что... Isaiah and Hosea. Это Every то, что... Aya we have. Это то, что Осия или Исаия говорит в своей главе, в своей книге. Everyone understands that a piece of wood can't tell you the future. Каждый знает, что кусок дерева не может тебе сказать будущее. But in Hosea chapter 4, that's what they ask for. Но в 4 главе Осии это то, чего они ищут. So in verses 12 and 13, God is appalled. He's so angry that they would do this. В 12-13 стихах Бог, Он просто разозлен, он в полном шоке, что на самом деле это происходит. It doesn't even make sense to an unsaved person. Это даже не имеет никакого смысла, не имеет это смысла для человека, который даже безбожный. And so God is charging them in His court with this very bad sin. Поэтому в своем суде Бог их обвиняет в этом. They do not know God at all. Они не знают Бога совсем. And now look at verse 13 in Hosea 4. 4:13, давайте посмотрим. In the verse, we're told that they have all these sacrifices everywhere. А там написано, что у них есть везде вот эти ихние жертвенники. At the top of all the hills, under the shade of all the trees. На горах, под деревьями, на холмах. And then it says, your daughters will become prostitutes. И там написано, что ваши дочери прелюбодействуют или любодействуют. And your wives will commit adultery. И ваши жены, невестки или жены, они прелюбодействуют. Remember why Hosea is preaching this way. This is a culture that is dominated by man. I mean, men, not women. Я думаю, вы должны помнить или понимать тот факт, что вот эта культура, она доминирует мужчинами. Мужчины как бы в управлении везде. When I was growing up, we had Navajo Indians. I don't know about your translation of this, but Native American Indians stay at our house. Когда я рос, к нам как-то приезжали и останавливались в нашем доме американские индейцы. My parents were helping them attend a Christian school. И мои родители им помогали при ихнем учении в школе. But in the Navajo culture, it is the women who are in charge. Навахо индейцы такие. Но в их культуре жены, они на самом деле главные.
So they call it matriarchal. Они матриархальная такая культура. It means the women rule. Это когда женщины управляют. And that's very different from most cultures where the men are dominant. И это, очень отличается от многих культур, где мужчины управляют. If Israel had been matriarchal, Hosea would have preached in a different way. Если бы Израиль был матриархальной культурой, Осия бы проповедовал немного по-другому. He would have preached to the women and expected them to get the idea across to the men. Он бы проповедовал женам и ожидал, что жены донесут эту идею своим мужьям, наверное. But here he's speaking to the men, and he expects the men to get the message to their women. Но здесь он говорит мужчинам, и он ожидает, что мужчины принесут это послание своим женам и женщинам. And so he says, your daughters and your wives are going to become the harlots for this worship that you have. И он их предупреждает, говоря мужчинам, что ваши дочери и ваши жены, они станут этими... Храмовыми проститутками. Да, станут проститутками в этой ситуации. And so God says in verse 14, I won't punish your daughters or your wives when they do this. И здесь говорится в 14, что я накажу их за этот грех любодеяния или прелюбодеяния. Because it's the men's fault in verse 14. Потому что это вина мужчин на самом деле. И в этой ситуации эта вина лежит на мужчинах. Because it says the men are the ones who want to commit adultery with these prostitutes. Потому что это мужчины, которые хотят совершать этот грех прелюбодеяния или блудодействия с этими женщинами. There's always been a double standard in societies for sin. В разных государствах, в разных странах всегда был двойной стандарт. I think women are always judged harsher than men. По отношению к греху. Мне кажется часто, что жен или женщин часто могут судить более строго, чем мужчин. I don't know if you remember in the book of Genesis, but Judah thought nothing of consorting with the person he thought was a harlot. Если вы помните, Иуда в книге Буття, он провел ночь с одной из этих вот блудниц тогда, да. Yeah, but it turned out that she was his daughter-in-law. А как оказалось, в конце это была его невестка, или, получается, невестка, да. And this was her plan to have children because Judah would not give her another husband. И оказалось, что это на самом деле было спланировано ей, чтобы она могла забеременеть и родить ребенка. But remember, when they found out that she was pregnant, what he wanted to do to her. Но если вы помните, что он хотел с ней сделать, когда он узнал, что она была беременна? He said, "Bring her out, and we will burn her." Он сказал, выведите ее, и мы ее сожжем. Now that's a double standard. He could consort with a prostitute and no problem. Это двойной стандарт. Он мог иметь отношения с блудницей и, без проблем. But she was going to be burned for doing what he thought was the same thing. А она должна была быть сожжена из-за того, что она была блудницей. And here God says, we're not going to do that. The men are the ones who are at fault. И здесь Бог говорит, мы не так будем к этому относиться. Мужчины, они здесь виноваты в этом. So God told the men, he says, I'm not going to punish your daughters and your wives for this. It's your fault. И он говорит, я не буду наказывать ваших дочерей или жен за это ваша вина. And at the end of verse 14, again it says, if you don't understand God, if you don't understand the word, you will fall. И в конце 14 стиха здесь говорится о том, что если вы не понимаете Слово Божие, вы потерпите крушение. And then in verse 15, there's a warning to the southern nation, Judah. В 15-м также есть, если ты, Израиль, блудодействуешь, то здесь гнев, который Бог объявляет на Иуду также. And Judah is warned not to go to Gilgal or Beth-aven. He's warning Judah. He's warning Judah. Yeah. Он говорит с Иудой, он говорит, чтобы Иуда также не шел в эти Галгал, Беф-авен.
And by warning Judah, what he's doing is saying to the people of the north, you're so sinful, the southern people should not even come here. Он таким образом обличает Израиль, говорит, ты настолько грешен, что южное царство, люди оттуда, они не должны даже сюда приходить. And in verse 16, it says that they're like a stubborn cow. И в 16 стихе он говорит, что ты как упрямая телица. Have any of you ever raised cattle? Кто-то из вас, может быть, взращивал скот, You've had коров. a cow? У кого-то была корова? Сергей? Сергей. Ask him if he had a steer or if he had a lot of cows. Did you raise one or a bunch? Сколько у тебя? Одна была или много? Ну, і одна, і, 2-3 могло бути. 2 or 3. Якщо телята. And then they... 2 or 3. You raise them to eat, right? Ты на еду их взращивал или на молоко? For milk. For milk, okay, yeah. Well, in our family we raised one at a time, but it was to eat. В нашей семье мы взращивали коров, или быков для того, чтобы их есть. So we always had one steer, a male cow. И мы взращивали быков, и мы только как бы по очереди, только один за другим. It was my job to take care of that animal. И это была моя работа заботиться о быке этом. So I had to clean out their pen. Мне нужно было очистить их вот это место, где они жили. I had to give them their medicine. Мне нужно было давать им лекарства. They would take. I had to give them a pill that was about half as big as this flashlight. It was a great big pill. И мне нужно было им тоже давать такую большую таблетку, которая как половина этого фонарика. For worms. От глистов. And those animals would not swallow that pill. И тот бык не любил эту таблетку, не хотел глотать. So what I had to do was put it between my fingers. Remember, I'm little. I'm 8 or 9 years old and real skinny. Мне 8-9 лет, и мне нужно было обхитрить этого быка, чтобы он проглотил эту таблетку. Я ее вставлял между своими двумя пальцами. And I had to pull down the jaw and shove my arm all the way down the animal's throat. И мне нужно было опустить челюсть, заставить челюсть пойти вниз и засунуть полностью свою руку ему в горло. And it was very messy. И было очень грязно. I had cow slime all on my arm. У меня везде была слизь на моей руке. I hated doing that with those cows. Я ненавидел этот процесс. And then they always wanted to get out of the fence. И плюс к этому они хотели всегда убежать. And they were the most stubborn animals I'd ever seen. И они были, пожалуй, наиболее упрямыми животными, с которыми я имел дело. You put a rope around their neck and you couldn't get them to go where you wanted them to go. Ты привяжешь веревку вокруг их шеи, и они никуда не хотят за тобой следовать. And I learned way back then that there are very few things as stubborn as a cow. И я довольно рано понял, что очень мало таких животных настолько упрямых, как корова или бык. I wanted to just shoot them and eat them right there. Я хотел их просто пристрелить и съесть вот там прямо. Before they got big. Даже не ожидая, чтобы они выросли. But I knew I would get in trouble for my father. Но я знал, что мой отец не будет сильно доволен этим. And in verse 16, that's exactly the kind of animal God compares Israel to. И это то, с кем Бог сравнивает Израиль. In verse 17, it says, this is so bad, we need to just give up on them. Ephraim is joined to idols, let him alone. Здесь написано, настолько все плохо, что даже говорится о том, что нужно его оставить, Ефрема, в 17 стихе. And verse 18 and 19, the charge is complete and God is resigning them to judgment. И в 18-м заканчивается обвинение в этом суде, и Бог их предает суду. Folks, if it is ever necessary for God to deal with you in your life because of your sin, Друзья, если Богу когда-то нужно вовлечься в ваш грех, в вашу ситуацию с грехом, don't be stubborn. не будьте упрямыми. When you hear God's word, be humble. Когда вы слышите Слово Божье, будьте смиренными. It doesn't do any good at all to resist
the will of God. Это вам не поможет, если вы будете противиться воле Божьей. Okay, with that, it is time for me to stop. We will not go to the next chapter. The papers that you have, I hope, will be a help to you, as you can see the plan of the book. На этом, пожалуй, мы закончим. У вас есть остальные там информация по другим главам. Я вам выдал. Anybody, we have a minute or two. Anybody have a question about what we've been through in chapter 4? Вопросы? Який сенс того, що вони відійшли просто від Бога і пішли іншим поклонятися? Якщо вони, наприклад, могли, не знаю, який сенс взагалі, що вони відійшли? Тому що якби вони, наприклад, взагалі ніколи не поклонялися, це був би дуже великий гріх. Why Вони did були настільки нерозумні, що пішли іншим поклонятися. why were they so foolish that they had to worship someone instead of just not worshiping the Lord? Because all people are that way. All people want to believe, they want to make their own religion. Потому что все люди так функционируют. Мы все хотим сделать свою собственную религию. Everywhere you go in the world, people will worship something or someone. Везде, куда вы пойдете по миру, вы увидите, что люди поклоняются кому-то или чему-то. It is true of human nature. Это истина о человеческой натуре. God has put in our hearts the knowledge that there is a God. Бог вложил в наше сердце понимание, что есть Бог. Romans 1 tells us this. Римлянам 1 глава об этом говорит. So everyone wants to make their own God. И поэтому каждый хочет сделать своего Бога. And when people make their own God, it's very foolish. И когда люди хотят сделать своего Бога, это очень глупо. That's why it's so important that we bring the message of the true God. Поэтому так важно, чтобы мы приносили послание об истинном Боге людям. Is that an answer? You want to maybe mention You will always find it true. idols of the heart idea too? Yeah, and Demas said there are also idols of the heart, and this is true. Many people put other things in place of God. И у нас есть также такая вещь, которую мы можем охарактеризовать как идолы сердца, когда мы в нашем сердце поклоняемся другим вещам. We just need to make sure that we are not those people. И нужно, конечно же, нам это знать о себе и пытаться и стремиться не быть таким человеком, поклоняться Богу. It is time for me to dismiss you. God bless you. Мне уже время идти. Спасибо, благословение от Бога вам.